Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Перед вами корейская челка. Как постричь модную корейскую челку, как она будет выглядеть на схеме и что за стрижка лисий хвост. Все это вы увидите в этом видео. Ну а кто впервые на моем канале, меня зовут Татьяна. Подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь моим видео. Мне будет очень приятно. Данная челка, она несложная, и поэтому даже начинающий парикмахер может выполнить эту челку. Итак, давайте начнем. Сначала мы разберемся со схемой, как это будет выглядеть на схеме. Итак, давайте, друзья, рассмотрим эту челку, как она будет выглядеть на схеме. Чтобы вам было более понятно, глядя на схему, вы сможете повторить такую челку. Первое. Мы выделили в форме треугольника. Это вот основные пряди, челка полностью. Из чего мы начинаем? Вот посмотрите, желтым карандашом отмечено. Это будет первая прядь. Такая не толстая прядь, мы полностью вот ее вычесываем и задаем ей первой пряди длину, где-то до кончика носа. Вот один я даже подписала, это первая прядь. И срезали вот эту вот первую прядь. Затем в форме треугольника вычесали вторую прядь. Вот она синим обозначена, вторая прядь. И мы ее уже срезаем, ну, где-то вот если кончик, ну, до губ, вот, видите? Ну, сантиметра где-то, ну, 2 можно сделать между вот этими прядями. И срезали. И третья вот прядь, уже последняя, вот, которые вот у нас вычесанные на челку пряди, вычесываем. Все это собираем вместе. Не ровно вот так срезаем, а прядь вместе. Вот видите, я здесь направление показала, что вот сюда вы собираете вместе. Еще за счет натяжения у вас будет эти пряди удлиняться. И опять же, вот видите, ниже этой второй пряди, ну где-то на уровне подбородка срезали. Вот это будет третья прядь. Вот первая, вторая и третья. Все. Срезали. Дальше приступаем к соединению. Ну вот, посмотрите, как это будет выглядеть, когда вы уже полностью срезали. Вот первая прядь, вторая и третья. Ну, примерно это будет вот такой вот ступенькой выглядеть. Вот даже, посмотрите сюда, раз ступенька, два ступенька, вот. Теперь что нам нужно сделать? Нам нужно соединить эти линии. Мы вычесываем полностью эти пряди, слегка направляем, ну, где-то вот к носу и срезаем. Вот видите, вот длина, вот первая длина. И вот последняя длина. Мы просто вот эти уголочки обрезаем. Мы длину не обрезаем, мы только соединяем эту линию с этой линией. Вот. И срезали. Также срезаем и с этой стороны. И у нас уже будет плавный такой вот переход. Ну а сейчас давайте посмотрим сбоку. Вертикальным пробором вычесываем вот в височной зоне прядь. Вот, вычесали. Это наша челка. Вот она, наша челка. Вот, вот и вот. Которую мы уже соединили. Это челка. Теперь нам нужно соединить с вот этой линией. Вычесали и скользящим срезом срезали. Понятно? Вот смотрите, челка наша вычесанная. На височке мы вычесали тоненькую такую прядь и скользящим срезом продлили линию. Вот и все. Челка готова.
А теперь давайте посмотрим, как это будет выглядеть на модели, на манекене, то есть.
стрижка лисий хвост. В предыдущих стрижках стрижка на длинные волосы и модная стрижка на длинные волосы. В этих стрижках волосы на затылочной зоне подстрижены в форме треугольника. И вот когда эти волосы собираются в хвост, и действительно хвост похож на лисий. Для сравнения я разместила фото лисы. И вот откуда и пошло название стрижка лисий хвост.